Всем привет! Сегодня приготовим максимально быстрое летнее праздничное меню из 10 блюд. Первым приготовим эффектный и невероятно вкусный салат. Он готовится из самых доступных и простых продуктов. На большое плоское блюдо выкладываем салатный микс. Теперь приготовим куриное филе для салата. Берем филе весом около 350 грамм и отрезаем малое филе. Все мясо, включая малое филе, нарезаем длинными полосками толщиной примерно 1,5 см. Филе солим и посыпаем приправой для курицы. Распределяем все приправы по мясу. В глубокую тарелку разбиваем одно яйцо, взбиваем его вилкой. Каждую полоску мяса сначала обмакиваем во взбитом яйце, а затем в панировочных сухарях. Так подготавливаем все мясо. На сковороду наливаем растительное масло. Кладем полоски куриного филе на уже хорошо разогретую сковороду. Обжариваем на среднем огне с одной стороны примерно 5-7 минут. Затем переворачиваем на другую сторону и обжариваем еще около 5 минут до готовности. Куриное филе, приготовленное таким способом, получается нежным и остается сочным. Готовое филе выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Остывшие полоски куриного филе нарезаем небольшими кусочками. Подготовленное мясо выкладываем на зелень в хаотичном порядке. У меня блюдо диаметром 32 см. Также можно использовать два блюда меньшего размера, например, по 24 см в диаметре. 200 грамм помидоров черри разрезаем на четвертинки. Кусочки помидоров выкладываем сверху на салат. Огурец среднего размера нарезаем пластинками с помощью овощечистки. Каждую пластинку скручиваем в рулетик. Огуречные рулетики также выкладываем на салат. На сухую сковороду насыпаем 100 грамм кунжутных семечек. Я смешала черный и белый кунжут. Обжариваем кунжут на небольшом огне. Обязательно постоянно перемешиваем. Жарим недолго, так как кунжутные семечки маленькие и могут быстро сгореть. Готовый кунжут снимаем со сковороды сразу на тарелку. Оставляем остывать. Берем 150 грамм сливочного сыра. Чайной ложкой набираем сыр и кладем его на кунжутные семечки. Комочки сыра посыпаем семечками и скатываем шарики. Сырные шарики равномерно распределяем по всему салату. Готовим заправку для салата. В мисочку наливаем 4 столовых ложки оливкового масла или любого другого растительного масла. Насыпаем пол чайной ложки соли. Кладем 1 чайную ложку зернистой горчицы. Добавляем черный молотый перец. И наливаем 1 столовую ложку бальзамического соуса. Бальзамический соус можно заменить лимонным соком или яблочным уксусом. Все перемешиваем. Приготовленным соусом поливаем салат сверху. Если соус получается слишком густым, то его можно немного разбавить водой. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с зеленью, куриным филе и сырными шариками получился не только аппетитным, но и очень эффектным. Сытность ему придают мясо и нежные сырные шарики, а свежесть и легкость зелень и овощи. Заправка же делает вкус особенно ярким и запоминающимся. Вторым приготовим торт «Воздушное облачко» с клубникой без выпечки. Это очень домашний и быстрый тортик с минимальным количеством ингредиентов. В сезон клубники очень рекомендую его приготовить. Сначала подготовим ингредиенты. 300 грамм белого зефира разделяем на половинки. Каждую половинку зефира разрезаем на 2 примерно одинаковых кружочка.
500 грамм уже вымытой и очищенной от хвостиков клубники нарезаем небольшими кусочками. 2/3 части клубники пойдет в начинку торта, а примерно третья часть понадобится для украшения торта сверху. В чистую и сухую миску наливаем 500 мл обязательно холодных сливок. Сливки начинаем взбивать сначала на низкой скорости миксера, постепенно увеличивая ее до максимальной. Взбиваем сливки до крепких пиков. Сливки должны быть жирностью не менее 30%. Я использую сливки жирностью 36%. Сливки взбились, складываем торт. На дно блюда выкладываем кружочки зефира в один слой. Сверху на зефир наносим взбитые сливки. Выкладываем нарезанную клубнику. На клубнику опять наносим слой сливок. И повторяем. Кладем слой подготовленного зефира. Сливки. Клубника. Сливки. При сборке торта рассчитываем сливки так, чтобы их немного осталось для украшения. Заканчиваем сборку зефирным слоем. Оставшимися сливками обмазываем торт сверху и по бокам. Сверху торт украшаем кусочками клубники. По низу торта тоже выкладываем клубнику. Торт готов, можно подавать на стол. Торт «Воздушное облачко» с клубникой получился нежным и очень вкусным. В нем прекрасно сочетаются и дополняют друг друга сладкий зефир, воздушные сливки и ароматная клубника с легкой приятной кислинкой. Торт готов сразу же после приготовления, а если он постоит 1-2 часа, то становится еще вкуснее. Хранить его долго нежелательно, так как сливки и клубника могут потечь. Обязательно приготовьте такой торт, это очень вкусно. Следующим приготовим максимально простое и очень вкусное блюдо из рыбы. Филе рыбы немного солим. Берем примерно 2-3 чайных ложки приправы для рыбы и равномерно посыпаем филе. Все немного растираем руками. Я взяла примерно 1 кг филе хека, но так можно приготовить любое рыбное филе. Подготовленное филе выкладываем на противень от духовки, застеленный пергаментной бумагой. Сверху на рыбу выкладываем майонез. И сюда же кладем французскую горчицу с зернами. Распределяем ложкой майонез с горчицей по всей поверхности рыбы. Майонез делает филе более сочным и нежным и помогает сохранить влагу во время запекания, а зернистая горчица добавляет легкую пикантность. 2 помидора среднего размера нарезаем кружочками. Подготовленные кружочки выкладываем сверху на рыбу. – 100 грамм сыра трем на мелкой терке. Рыбное филе с помидорами сверху посыпаем тертым сыром. Все ставим в разогретую духовку до 180 градусов, запекаем примерно 30 минут. Рыба готова. Перекладываем ее на блюдо и подаем на стол. Благодаря майонезу с французской горчицей рыба получается особенно сочной, нежной и ароматной. Майонез не дает филе пересушиться в духовке, а зернистая горчица добавляет легкую пикантность и делает вкус блюда более выразительным. В сочетании с помидорами и сырной корочкой получается очень аппетитная, сытная и красивая рыба, которую можно подать на семейный ужин и на праздничный стол. На горячее приготовим ребрышки в кисло-сладком апельсиновом соусе. Они ароматные, аппетитные и очень вкусные. Приготовление совсем несложное. Они отлично подходят для праздничного стола и не только. Сначала подготовим ребрышки. 1 кг свиных ребрышек кладем в кастрюлю. Все заливаем водой.
Солим примерно половиной столовой ложки соли. Кладем лавровый лист и 8 горошин черного перца. Все ставим на огонь. Когда вода закипит, уменьшаем огонь до минимума и снимаем пену. Варим ребрышки под крышкой примерно 50 минут. Ребрышки сварились. Вынимаем их из кастрюли. Бульон не выливайте, на нем можно сварить очень вкусный суп. Ребрышки накрываем крышкой, чтобы не заветривались, и оставляем остывать. Готовим маринад. С одного апельсина снимаем цедру с помощью мелкой терки. Снимаем только оранжевую часть. Разрезаем апельсин пополам. С одной половины выдавливаем сок. Вторая половина нам не понадобится. Сюда же добавляем 2-3 зубчика чеснока. 1 столовую ложку молотой сладкой паприки. 3 столовых ложки соевого соуса. 1 чайную ложку горчицы. И 3 столовых ложки меда. Все перемешиваем. Остывшие ребрышки нарезаем на порционные куски. Все складываем в миску. На ребрышки наливаем приготовленный маринад. Перемешиваем и оставляем мариноваться примерно на 1 час. Также такие ребрышки можно приготовить заранее и оставить мариноваться на всю ночь в холодильнике. Уже замаринованные ребрышки выкладываем в форму для запекания. Сверху все поливаем оставшимся маринадом. Все ставим в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекаем приблизительно 15 минут. Будьте внимательны, не пересушите мясо. На стол ребрышки подаем с картошкой. С одной стороны блюда выкладываем вареный картофель. С другой стороны выкладываем приготовленные ребрышки. Блюдо готово, подаем его на стол. Ребрышки в маринаде получились очень вкусными, сочными и ароматными. Они прекрасно подходят для праздничного стола. Следующим приготовим великолепный салат с огурцами. Этот рецепт – настоящее спасение, ведь его можно приготовить всего лишь за 10 минут. Примерно 30 грамм очищенных семечек подсолнечника насыпаем на сковороду. Сушим их на небольшом огне, периодически перемешивая. Готовые семечки снимаем с огня. Огурец нарезаем вдоль на пластинки. А затем пластинки режем кубиками. Всего для салата понадобится 1 большой огурец. Сыр фета нарезаем небольшими кубиками. Понадобится 200 грамм феты. В миску кладем нарезанные огурцы и подготовленный сыр. Все перчим черным молотым перцем. В отдельной миске смешиваем 2 столовых ложки майонеза и 2 столовых ложки сметаны. Все перемешиваем. Приготовленный соус добавляем в салат. Все аккуратно перемешиваем. По желанию салат можно немного посолить. Я не солила, так как фета и майонез уже соленые. Салат выкладываем на блюдо.
Сверху салат посыпаем жареными семечками. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с огурцами и фетой готовится очень быстро, всего лишь за 10 минут. Огурцы прекрасно сочетаются с соленым сыром. Приготовьте это блюдо и наслаждайтесь свежестью и ароматом этого легкого салата. Шестым приготовим очень быстрый салат. Салат вкусный и свежий и готовится буквально за 5 минут. Он прекрасно подходит как на каждый день, так и на праздничный стол. 250 грамм крабовых палочек разрезаем вдоль и нарезаем небольшими кусочками. Нарезанные крабовые палочки кладем в миску. 4 вареных яйца тоже нарезаем кубиками. Выкладываем в миску к крабовым палочкам. Один большой огурец нарезаем сначала пластинками вдоль, а затем режем кубиками. Нарезанный огурец кладем в миску. Сюда же насыпаем 1 банку консервированной кукурузы. Мелко нарезаем пучок петрушки. Добавляем ее к остальным ингредиентам. Салат солим и перчим черным молотым перцем. Все заправляем майонезом и перемешиваем. Также такой салат можно заправить сметаной. Готовый салат выкладываем на блюдо и подаем на стол. Салат с крабовыми палочками за 5 минут получился очень вкусным, легким и свежим. Готовится быстро и всегда съедается первым. Седьмым приготовим яркий и очень вкусный салат. Ингредиентов немного и готовится он быстро. 2 средних огурца нарезаем сначала пластинками, а затем режем брусочками. С 1 большого перца срезаем верхнюю и нижнюю части. Вырезаем серединку с семенами. Перец нарезаем полосками. Куриное филе нарезаем брусочками. Для салата понадобится 1 куриное филе. Я его отварила в течение 20 минут с лавровым листом и перцем горошком для аромата и вкуса. Нарезаем пучок петрушки. В миску кладем нарезанный огурец, мясо, перец и петрушку. Сюда же выдавливаем через пресс 1 зубчик чеснока. Готовим заправку. В мисочку насыпаем пол чайной ложки соли. Кладем 1 чайную ложку горчицы зернами. Ее можно заменить обычной горчицей. Наливаем 3 столовые ложки оливкового масла. Одну столовую ложку винного уксуса или лимонного сока. Добавляем черный молотый перец. Все перемешиваем до образования эмульсии. Заправку выливаем в салат. Все перемешиваем. Салат выкладываем на блюдо. Одну столовую ложку кунжутных семечек высыпаем на сковороду. Обжариваем их на среднем огне, периодически перемешивая. Готовятся они быстро, так что будьте внимательны, не передержите их на сковороде, иначе они будут горчить. Кунжутом посыпаем сверху салат. Салат готов, можно подавать на стол.
Салат получился ярким и вкусным. Сытность салату придает мясо, а сочность – огурец и перец. Такой салат прекрасно подходит для любого праздничного стола и не только. Обязательно его приготовьте, это вкусно. Следующий приготовим простую и эффектную закуску, которой вы точно удивите гостей. Всего несколько минут приготовления и закуска готова. 120 грамм сыра трем на мелкой терке. Сюда же трем 3 вареных яйца. К сыру и яйцам добавляем 2-3 зубчика чеснока через пресс. Перчим черным молотым перцем. Все немного солим. Добавляем майонез и перемешиваем. Майонеза добавляем столько, чтобы начинка хорошо держала форму и не растекалась. Начинка готова. 1 сладкий красный перец разрезаем пополам и вырезаем середину с семенами. Перец нарезаем длинными полосками. У меня получилось примерно 20 таких полосок. Кладем лист салата и на него выкладываем примерно 1-2 чайных ложки сырно-яичной начинки. Сверху, немного вдавливая в начинку, кладем полоску перца. Все скручиваем в рулет. Получившийся рулетик разрезаем пополам. Таким методом готовим всю закуску. Для этой закуски лучше подходят салатные листья небольшого размера. Если листья большие, то их можно предварительно разрезать на 2 части, а затем уже из каждого отдельно скручивать закуску. Приготовленную закуску красиво выкладываем на блюдо. Из этого количества ингредиентов получается примерно 40 таких закусок. Закуска получается яркой и аппетитной. Нежная сырно-яичная начинка с легкой чесночной пикантностью прекрасно сочетается со свежими хрустящими листьями салата и сладким красным перцем. Рулетики выглядят очень нарядно и украсят любой стол. Следующий приготовим очень быструю закуску на шпажках с помидорами и сыром. Приготовление занимает буквально 10 минут, а получается яркая и красивая закуска. От веточки базилика отрываем листики. Берем шпажку и нанизываем на нее помидор черри. Затем листик базилика. 1 шарик мини-моцареллы. Снова листик базилика и помидор черри. Если помидоры чуть большего размера, то их нужно разрезать пополам и нанизывать не целый помидор, а половинку. Таким методом готовим всю закуску, пока не закончатся ингредиенты. Для приготовления этого количества закуски мне понадобилось 500 грамм помидоров черри и 300 грамм мини-моцареллы. Закуску красиво выкладываем на блюдо и подаем на стол. Закуска с помидорами черри и мини-моцареллой получилась очень красивая и вкусная. В ней прекрасно сочетаются помидоры с сыром и базиликом. И последними приготовим максимально простые и очень вкусные бутерброды с тунцом. Готовятся быстро, а съедаются еще быстрее. Нарезанные ломтики батона выкладываем на противень. Ставим в разогретую духовку до 220 градусов. Сушим примерно 8 минут. Также батон можно поджарить в тостере. Готовим начинку. В миску кладем 185 грамм тунца в масле. Масло нужно предварительно слить. Разминаем рыбу вилкой на более мелкие кусочки. 1 помидор среднего размера нарезаем сначала пластинками, а затем маленькими кубиками. Нарезанный помидор добавляем к тунцу. Все немного солим. И перчим черным молотым перцем. Добавляем 1 столовую ложку майонеза. Перемешиваем.
Сюда же добавляем 1 зубчик чеснока через пресс. Перемешиваем. Начинка готова. Батон уже поджарился в духовке. Начинку выкладываем на подготовленные ломтики батона. Этого количества начинки хватает примерно на 10 бутербродов из батона. Мелко нарезаем небольшой пучок петрушки. Петрушкой посыпаем бутерброды сверху. Готовые бутерброды выкладываем на блюдо и подаем на стол. Бутерброды с тунцом и помидором получились очень вкусными и легкими в приготовлении. Все ингредиенты прекрасно сочетаются между собой. Такие бутерброды подходят как на каждый день, так и на праздничный стол.